Девочки, всем привет! Всем привет! У нас сегодня с вами занятие по чудесному раскладу 12 домов, и говорить мы будем про прогнозы для стран, для государств. В общем, только для стран и для государств. Но в процессе будем обсуждать некоторые интересные вещи и детали, которые точно для вас будут полезны. Я напомню некоторую вводную часть для тех, кто, может быть, об этом раскладе слышит впервые и купил именно это занятие по каким-то своим причинам и мало что знает о раскладе 12 домов. Ну и вообще скажу вводную часть, которую полезно будет напомнить многим из вас, кто интересуется этим раскладом, использует его в своей работе или для себя, или для своих клиентов. На мой взгляд, субъективный, конечно же, это единственный расклад, который может одномоментно применяться для исследования разных вопросов. То есть обычно, когда люди начинают изучать Таро, они учат всякие разные расклады, и понятное дело, что у всех у нас разные вопросы, и поэтому на каждый вопрос приходится делать отдельные расклады. Так вот, в раскладе 12 домов сконцентрирована вся информация о жизни человека или о жизни государства одномоментно. Что это значит? Это значит, что мы можем сразу видеть, что интересует человека, какие у человека цели. Это значит, что мы можем сразу видеть перспективы его финансового состояния или его карьеры. Мы можем видеть перспективы, которые касаются отношений, мы можем видеть какие-то перспективы, которые даже не касаются жизни какого-то конкретного лица. Потому что в этом раскладе очень часто появляются люди, которые являются для нас важными в какой-то конкретный момент времени, или важными, потому что они важны для нас вообще, в принципе. То есть в этом раскладе могут появляться как фигуры бывших ваших партнеров, фигуры ваших друзей, фигуры ваших детей. Причем, если говорить о детях, то в этом раскладе есть такая интересная штука. Он как-то очень своеобразно подсвечивает внимание родителя к своим детям. Если ребенок не один, если у человека несколько детей, то в этом раскладе, как правило, видно какого-то, может быть, одного ребенка, которому отдается наибольшее предпочтение. Допустим, человек больше за него переживает или больше за него волнуется, или делает на него какие-то более серьезные ставки. То есть вот этот контекст предпочтений очень хорошо здесь заметен. В этом раскладе мы можем одномоментно наблюдать ситуацию, которая касается темы дома. Дома имеется в виду вообще дом, в котором мы живем. Дом в контексте темы недвижимости, в том числе тем, которые касаются переездов. Вот иногда бывает такое, что мы делаем расклад, допустим, на тему работы. Человека интересует перспектива, там, не знаю, работы в какой-то новой организации, переходить или не переходить. Или какая-то перспектива о том, а что будет дальше в этой компании, где я сейчас работаю. А у нас в раскладе выходит не столько даже тема работы в рамках заданного вопроса, сколько тема смены места жительства из-за работы. То есть мы можем смотреть что-то одно, а в раскладе будем видеть уже признаки того, что в ближайшем будущем или уже, может быть, даже в настоящем, но человек об этом не знает, происходят какие-то события, которые меняют место жительства. В этом раскладе видны любые какие-то внешние катаклизмы, которые могут происходить в жизни. Как показывает практика последних 2 лет. Самый, мой грандиозный, как я считаю, шок и удивление от этого расклада был в самых первых числах января 2022 года. Еще тогда активно работал старый канал, на котором вы сейчас смотрите это видео. И я там делала общий прогноз ежегодный, как это обычно бывает. И он жутко меня, честно говоря, как-то вот шокировал. Наверное, даже я бы сказала, я находилась в глубокой растерянности, потому что я не понимала, в частности, про саму себя в том числе, что может произойти такого, что я вдруг сорвусь и поменяю место жительства. Вообще, что может быть произойти такого, чтобы у такого огромного количества людей вдруг произошли какие-то изменения и началась такая массовая миграция. Потому что в том раскладе очень тяжелые были позиции, очень много было карт движения и каких-то потрясений. И, собственно, в феврале 2022 года мы воочию увидели, что случилось.
И в октябре, в том числе 2023 года, мы тоже могли наблюдать эти массовые какие-то миграционные подвижки, которые связаны с военными действиями в разных частях нашей планеты. Как обычно бывает, любая история, касающаяся прогностики, является невероятно сложной вещью, потому что мы привыкли жить в какой-то определенной своей такой вот привычной нам модели жизни. Да? У нас есть какие-то, как это сказать, хотела сказать предпочтения, но не предпочтения, в общем, какие-то определенные взгляды и представления в мире, в котором мы живем. И есть какие-то вещи, которые в наши представления не вписываются обычно и вообще являются для нас весьма абсурдными. И поэтому мы можем их не видеть в раскладах исключительно только по этой причине, потому что любая трактовка, которую мы используем, она рождается из нашей текущей картины мира. Поэтому именно этот расклад во всем своем великолепии и многообразии дает возможность нам увидеть, что на самом деле единственная задача таролога, начинающего или уже практикующего, заключается в том, чтобы постоянно трансформировать свою картину мира, расширять ее, активно следить за мировыми тенденциями, потому что когда вы в курсе этих тенденций, когда вы умеете наблюдать за веткой, за вектором развития каких-то событий, общемировых, каких-то локальных событий, то точность ваших прогнозов, как правило, повышается существенно. При этом, говоря о точности, я еще раз озвучу фразу, которую озвучиваю всегда. Не существует стопроцентно точных прогнозов. Если кто-то говорит вам о том, что его расклады это 100%, 200%, некоторые сейчас даже говорят 500%, это все брехня и бред сивой кобылы. Потому что трактовкой расклада занимаются люди. И почему люди ошибаются? Потому что у людей может быть совершенно не такая картина мира, какая, допустим, должна находиться в какой-то конкретный момент времени. Из этой картины мира мы просто не в состоянии увидеть, предсказать, предугадать наступление каких-то событий. То есть, по сути, погрешность в любой трактовке, любого расклада всегда составляет не менее 20%. То есть 80% ваш расклад будет соответствовать каким-то тенденциям и показывать в будущем разворот этих событий, но существует вероятность 20% того, что это будет не так. В некоторых случаях в практике любого таролога и в моей практике в том числе бывали такие истории, когда мои прогнозы, вообще вроде бы как не воплощались в реальность. То есть какая-то история, озвученная в прогнозе, вообще разворачивалась совершенно по-другому. Это бывает, к сожалению, место проживания и так далее. Поэтому вот, допустим, существует у нас какая-то абстрактная страна. Не знаю, любая может быть страна, на которую мы хотим сделать прогноз. Не знаю, пусть это будет, допустим, полгода. Вот мы выкладываем карты. Берите сейчас ручки. Берите ручки сейчас, потому что если кто-то не знает еще раз или не помнит название домов, сейчас я их еще раз вам здесь озвучу. Я еще раз озвучу и покажу какие-то детали, нюансы, которые тоже требуют запоминания. Вот мы выложили расклад по традиции, по классике жанра. Прежде чем мы начинаем трактовку, мы смотрим в этом раскладе всегда на позицию сразу 10-го дома. Вот вы только выложили, вы смотрите сразу на позицию 10-го дома. А что у нас есть в 10-м доме? Вообще про что это? С чем этот 10-й дом стыкуется? Я напоминаю, что каждая позиция у нас в раскладе, она связана с позицией и предыдущей, и с позицией последующей, и с позицией, которая стоит напротив, и с позицией, которая стоит по диагонали. Но вот эти центральные дома у нас диагонально нигде не вписываются. Да? У нас по диагонали работает, допустим, только 2, 8, 6, 12, 5, 11, 3, 9. Вот это у нас диагональ. Все остальное это прямо сходящие вектора. Вниз и вверх. И вот так вот они двигаются. То есть это как эти дома, их еще называют
Я, кстати, не помню, как их называют в астрологии, потому что я в астрологии не сильна, но мы их назовем точкой разметки. Да? То есть это некие ограничители, это границы, какие-то силовые установки, которые генерируют какую-то определенную энергию, и эта энергия распределяется вот таким вот образом. То есть, если мы берем за точку отсчета 10-й дом, то у нас энергия от этого 10-го дома располагается вот так вот, и вот она идет вот так вот. От 1-го дома она, соответственно, вот так вот двигается. От 7-го она двигается вот так вот. От 4-го она распространяется вот так. То есть, все эти карты вступают в взаимодействие с собой и объединяют фактически все остальные карты расклада. То есть, если мы смотрим на расклад, очень важно, чтобы именно в этих вот позициях, мне почему-то хочется сказать угловых, не знаю почему, это не совсем углы, потому что углы это будет здесь, это тоже углы. В этих угловых позициях карты должны плюс-минус сочетаться между собой. То есть, что это значит? Плюс-минус сочетаться между собой. То есть, они должны не противоречить друг другу, поддерживать какой-то однотипный энергетический аспект и выглядеть таким образом, чтобы они как-то очень гармонично взаимодействовали друг с другом. То есть здесь мы видим абсолютная гармония. У нас, во-первых, 2 четверки. Несмотря на то, независимо от того, что это 4 мечей, карта бездействия, такой инертности, отхода от каких-то активных действий, тем не менее, они абсолютно себя уравновешивают. И эти карты абсолютно себя уравновешивают. То есть какая бы страна у нас здесь ни находилась, мы можем сказать, что в данный момент времени вот эта страна, которую мы будем рассматривать, находится в очень устойчивом положении. Невозможно сдвинуть ее с места танком, потому что у нее внутри ее структуры все хорошо. То есть в каком-то смысле вот эти карты можно считать физическими границами какого-то конкретного государства. А все, что происходит внутри этого государства, это те события, которые происходят непосредственно в поле. Но теперь давайте поговорим немножко про дома. Вы можете записывать по ходу, можете просто слушать сейчас и будете записывать позже. Значит, 1-й дом в нашем раскладе будет отвечать за интересы государства внутри самого государства, прежде всего. Это то, что интересует государство внутри самого государства. 7-й дом будет отвечать за то, что интересует государство за пределами его границ. То есть, как я себя позиционирую, здесь будет рассказывать 7-й дом, как я себя показываю на мировой арене, чего я хочу от остальных государств, в чем я заинтересован и так далее. Когда мы говорим о 2-м доме, это для государства 2-й дом будет домом всех ресурсов, которые находятся внутри этого государства. То есть это все, от чего государство получает деньги внутри себя самого. То есть это будут все разные активы. Это будет бюджет государства, это будут какие-то активы от использования собственных ресурсов в виде, там, не знаю, заводов, пароходов, недвижимости и так далее. В 3-м доме